Всем привет! Сегодня мы собираем из коробки четырехтактный лодочный мотор Yamaha 50, привезенный из Ижевска. Мотор в разобранном виде упаковали по коробкам, а коробки были в обрешетке. Владелец мотора с нами поделился, с какой целью мотор был разобран. Договорившись с одним из сервисов по ремонту, что будет приобретен соленый лодочный мотор Yamaha 50, они его переберут, устранят при необходимости какие-то возможные нюансы и неисправности. И вот в марте 2021 года лодочный мотор был куплен во Владивостоке. Мотор поехал в Ижевск, были обнаружены проблемы с поворотным механизмом, закисли втулки, разбиты подушки. Проверяли компрессию во всех цилиндрах по 13 кг. Это очень хорошая компрессия. В сервисе мотор был разобран, но потом по какой-то причине они отказали владельцу в сборке мотора, якобы не хватает времени на сборку. Владелец сказал, что на самом деле просто не смогли найти запчасти, не смогли установить год выпуска, предложили заказать запчасти с Мегазипа из Японии, но в 2 раза дороже их реальной стоимости. Вот такую историю нам рассказал владелец, когда мы попросили поделиться информацией о моторе. Он обратился к автомалярам, чтобы покрасить внешние детали, кроме редуктора. Редуктор нам предстоит разобрать, сделать дефектовку, заменить все необходимое, и когда мотор снова поедет в Ижевск, редуктор будет покрашен. Потом владельцу пришлось искать того, кто сможет собрать ему эту несчастную Ямаху, и он обратился к нам. Оказывается, если мотору более 10 лет, принимать его просто отказываются. Другие сервисы официально заявляют, что механики даже не хотят пачкать руки об эти соленые моторы и просто их не принимают, без разговоров. Либо выставляют космические цены, что дешевле отправить мотор через всю страну в Уссурийск. А на самом деле модель не такая уж и старая, запчасти на нее есть. Если надо, закажем из Японии, подождем месяц, владелец не спешит. Когда он покупал мотор, продавец ему честно сказал, что это 95-й год. Из новых запчастей в коробках были только новые подушки и больше ничего. Все остальное, прокладки, сальники и другие необходимые запчасти мы будем заказывать. Крыльчатка без одной лопасти. Она будет заменена на новую. Греем корпус редуктора, чтобы разобрать. Если бы редуктор был уже покрашен, мы бы испортили краску. Пластмассовый корпус сальника, который уплотняет тягу переключения передач, очень хорошо закис. Он поплавился, и вместе с сальником придется менять этот пластмассовый корпус. Редуктор оказался в хорошем состоянии, нужно только почистить от коррозии и заменить сальники, заменить все колечки, ну и крыльчатку. Заказали запчасти, и вот мы уже готовы собирать. Вот бы на самом деле так быстро появлялись запчасти к мотору, как на видео. Приступаем к сборке поворотной части. Все втулки мы изготовили. В коробку положили старые подушки, а вот старых втулок не было. Видимо, в сервисе их сожгли, когда разбирали мотор. А по-другому разобрать и не получится.
Мы решили запустить мотор, чтобы проверить его работу. На водяной помпе не было резинового уплотнения, которое должно быть здесь. Мы его заказали, но еще не получили. Запчасти мы заказываем из разных магазинов, потому что не везде все есть в наличии. И пока у нас нет редуктора, мы собрали все остальное. Подаем воду в трубку охлаждения и запускаем мотор без редуктора. Проверили давление масла на прогретом двигателе. Меняем заклинивший термостат, но перед этим запускаем мотор без термостата для промывки системы охлаждения. Сняли карбюраторы, разбираем их и чистим. Иногда приходится заказывать ремкомплекты карбюраторов, менять игольчатые клапаны. На наши карбюраторы ничего заказывать не понадобилось, только чистка. После чистки карбюраторов мы их отрегулировали, отсинхронизировали. Они вообще были не настроены. С этого отверстия выходят выхлопные газы на холостых оборотах. Непонятно кто и зачем закрыли это отверстие герметиком. Либо для того, чтобы мотор тише работал, либо чтобы не газил. Неизвестно зачем. Владелец купил этот мотор во Владивостоке за 155 тысяч. Общая стоимость нашей сборки со всеми запчастями 55 тысяч. И в эту стоимость входит гидроподъем, который нам пришлось заменить. Тот гидроподъем, который приехал вместе с мотором, оказался неисправен. Мы его сняли и поставили другой. Если вы подумали, что этот мотор разбирал наш коллега Андрей, то это не так. Мотор был разобран в другой мастерской, собран у нас, и теперь этот путешественник поедет домой к своему счастливому владельцу. Всем пока!